Привет всем! Сегодня рассмотрим, как можно сделать ТВ-экран или как добавить видео-текстуру на наш объект. И вначале ничего не удаляем, а наоборот оставляем наш куб, но зададим ему определенные параметры. 0.2 0.2 и сюда 1.78, потому что это обычное стандартное соотношение экрана, соотношение сторон видео в современных видео 1 на 1.78, Y и Z. А X это мы просто сделали толщину экрана. Здесь переходим в режим рендера, отключаем освещение HDRI карты, которая у нас есть по умолчанию, но которую обычно мы не видим, не замечаем, чтобы оно нам не мешало и не подсвечивало, не затемняло изображение на нашем экране, который мы делаем. N. Так. Переходим в материалы. И мы видим, что у нас уже задан нашему объекту определенный материал по умолчанию. Мы затемняем его. То есть создаем окантовку нашему экрану, или, точнее говоря, основной материал нашему такому упрощенному телевизору. И создаем еще один материал. Плюс New. Здесь в разделе Base Color, основной цвет, мы выбираем Image Texture. То есть видео добавим, которое хотим, чтобы у нас проигрывалось. Вот я выбрал, чтобы это был коротенький мультик из серии мультфильмов Буренка Даша, Open Image. Но, как видим, у нас ничего не появилось. Странно, почему это? Ну, просто потому, что мы ни к чему не применили еще этот материал. Мы просто его создали, но ни к чему его еще не применили. Переходим в режим редактирования, Edit Mode. Выделяем нашу грань. Выбираем наш материал и нажимаем Assign. Применить. И, о чудо, у нас что-то появилось, но, к сожалению, какой-то, судя по всему, просто маленький кусочек нашего видео. Берем, оттягиваем уголок и создаем еще один экран, еще одно окно. Здесь выбираем UV Editor. То есть это здесь мы сможем редактировать. У меня, судя по всему, сдохла мышка. Точнее говоря, не мышка, а колесико на мышке. Мышка работает, но колесико барахлит. Здесь у нас карта нашего текстурирования. И, как мы видим, на нашем экране, на нашем объекте отображается всего лишь небольшая часть того видео, которое мы хотим сюда забабахать. Что мы можем сделать? Transform, UV Transform Resize. Выделяем
S-Scale, растягиваем. Обычное редактирование или моделирование с помощью различных способов масштабирования, перемещения, но только нашей карты. Так, затем G и двигаем вверх по оси Z. Так. Но, как мы видим справа, оно у нас все завалено на бок, поэтому что нам нужно сделать? R 90 градусов. Enter. Окей, заново масштабируем. Scale по оси Z. Теперь Scale по оси Y. А нет. Не по оси Y. Scale по оси X. Угадал. Но, как мы видим, судя по вот этим вот финтифлюшкам, у нас видео повернуто низ головой. Теперь сделаем вращение R на 180 градусов. Теперь все совпадает. Теперь переходим в Object Mode. В принципе, вот это окно мы можем удалить с UV разверткой. Object, Apply, Scale, чтобы сохранить нашу подгонку. T, в принципе, это убираем. Так, теперь переходим в настройки нашей видеотекстуры. Здесь выставляем галочку на разделе авто-рефреш, то есть дословно, если автоосвежение, то есть зацикленность, чтобы она у нас постоянно прокручивалась, потому что сейчас мы видим, что у нас всего лишь навсего не видеотекстура, а обычная картинка, текстура, один кадр, оно ничего не проигрывается. Если мы нажмем сюда, вот мы видим, да, что ничего не проигрывается. Так, первый кадр. Здесь выставляем, к примеру, длину нашего видео, сколько мы хотим, чтобы проигрывалось. Видео гораздо больше, чем 360 градусов, но мы выставим 360. Отметим, что здесь у нас тоже 360. Теперь проигрываем. Но мы видим, что у нас нету никакого звука. То есть наше видео проигрывается, но звука нет никакого. Что мы можем сделать? Опять создаем окно дополнительное. Здесь переходим в видеоредактор, видеосеквенсор. Добавить. Здесь опять же выставляем первый кадр, да, чтобы у нас видео или звуковая дорожка началась именно с первого кадра, да, не забываем. Проверяем этот момент, добавляем. В принципе, можем добавить наше же видео полностью, да, именно файл MP4. Вот. Или можем заморочиться, конечно, и разделить видео и аудио файл, добавить сюда только аудиофайл. Ну, можем не заморачиваться и просто добавить наш видеофайл. Ну-ка, теперь попробуем. Вот. Мы видим, что у нас все теперь работает. Аудио идет в ногу с нашим видео на нашем
таком упрощенном ТВ-экране. Так, теперь опять можем сдвинуть все в одно окно.